Всем большой привет! В сегодняшнем своем ролике я продолжу серию рассказов «Столярка без станков». Я напомню, в предыдущем ролике я вот из такой деревяшки, 50-ка, доска обычная, изготовил, склеил вот такие вот щиты. В этом ролике я покажу, я намеренно не показывал, как я это делал, я покажу, как добиться этого результата, то есть как без фуганка, без рейсмуса, без ручного рубанка, электрорубанка можно обработать любую поверхность, любую доску и дальше либо использовать ее, либо попилить и склеить щиты, как я уже показывал. Для сегодняшнего моего ролика мне надо будет сделать приспособление, как всегда. Для приспособления мне понадобится кусок фанеры. Толщина не принципиальна, но меньше 15, я думаю, смысла брать нету. Длина вот этого листа у меня в данном случае это 1,25 м, стандартный отрезок от листа. Это говорит о том, что заготовки длиной в метр я здесь смогу обработать 100%. Кстати, если вы изготавливаете улей стандартный, 10-рамочный, то вам, в принципе, хватит вот 1,25 м такого листа, чтобы обрабатывать детали, из которых потом можно сделать, вот как у меня. Это у меня для магазина заготовка. Я ее потом попилю, это будет, скажем, длинная и короткая часть. В одной такой заготовке. В двух заготовках, соответственно, будет целый корпус. Дальше мне понадобится две вот такие планки. Они должны быть одинаковые. Я их уже заранее подготовил. Я взял ту же 15-ю фанеру. Я заехал в магазин. Сразу попросил напилить мне от листа то, что мне надо. Кстати, размер сейчас скажу. Размер основной заготовки у меня 42 сантиметра, из чего я исходил. Чтобы я мог положить 150-ю доску, поставить, закрепить две направляющие планки, сейчас объясню для чего, и спокойно их обрабатывать. Если вы делаете сразу из цельной доски корпус, например, 300-й, то расстояние, которое между вот этими двумя направляющими, должно быть больше вашего корпуса, я думаю, сантиметров на 5-7. И дальше по порядку. Отставим пока эту доску и обработаем. Итак, у меня есть, грубо говоря, 4 отрезка. Кстати, высота отрезков у меня получилась порядка 6,5 сантиметров, скорее всего. Да, 6,5 сантиметров. 65 миллиметров. Я просил, мне напилили 4 таких брусочка, и я их склеил попарно. Ну, клеить не обязательно. Я их аккуратненько совместил. Сначала скобочками для себя, а так на саморезы дальше прошелся. Самое главное, чтобы у вас получилось две детали, которые одинаковы по высоте. Что внизу, что вверху. Поэтому, если у вас нет инструмента, лучше всего либо обратиться в столярную мастерскую, за это, я думаю, с вас денег много не возьмут, тут несколько запилов, либо обратиться в магазин, где продают фанеру, где делают раскрой. Если нету фанеры, можно использовать ДСП. Итак, это будет только небольшая часть приспособления, первая его часть, которую мы сейчас с вами соберем. Я не сказал, забыл сказать, что сегодня выравнивать плоскость досок мы будем при помощи фрезера. Фрезер может быть самый обычный, но в данном случае у меня синего цвета бренд, но таких клонов есть огромное количество и стоят они не очень больших денег. Можно покупать любой фрезер,
Главное, чтобы он был достаточно мощный, чтобы раскрутить фрезу, ну, с хвостовиком 8. Использовать я буду. Существует большое количество специальных фрез для выравнивания. Вот, например, у меня есть одна такая, но она на тяжелый фрезер. Не у всех он есть. Это вот такая фреза для выравнивания слэбов. Она достаточно дорогая и тяжелая. Подобный фрезер будет стоить, ну, точно дешевле, чем фреза. Поэтому я купил самую обычную фрезу, так называемую пазовую, с одной особенностью. У нее режущая кромка не только сбоку, но и сверху. Да, она здесь имеет небольшой уклон, несколько микрон. Но это ничего страшного, на работе нашей это, ну, не совсем скажется. Потому что мы будем проходить проход за проходом. Итак, с этим разберемся чуть позже. Сейчас будем делать само приспособление. Итак, как я сказал, есть основание, есть две направляющие, и нам надо их соединить. То есть к основанию прикрутить направляющие. Здесь сложного ничего нету. Я буду делать это с небольшим отступом. Для того, ну, буквально, наверное, сделаю сантиметра 2. Для того, чтобы потом уложить на стол и с помощью струбцин прихватить здесь к столу. У кого нет струбцин, опять же, на саморезы, на любые козлы, на любой столик, тут проблем быть не должно. Как я и говорил, мне надо прикрутить направляющие к основанию. Располагаю направляющие. Выставляю 2,5 сантиметра. Так, лучше всего иметь струбцины. Отмеряем любым образом положение. Вот здесь у меня начало. Закрепляю струбцины. Электродрелью, шуруповертом, что у вас есть. Вам надо насверлить отверстие и посадить это все на саморезы. Вот таким образом я прикрепил направляющие к основанию. То есть выглядеть это будет вот таким образом. Теперь, как вы уже, наверное, понимаете, сюда будет закладываться предмет, который мы хотим выровнять. И сверху должен находиться фрезер, который будет снимать слой за слоем. Для того, чтобы он мог перемещаться по всей площади обрабатываемой детали, нам надо сделать для фрезера салазки, которые будут скользить вот по этим, как я уже говорил, ровным направляющим, потому что от того, насколько ровны эти направляющие, настолько ровно будет у вас деталь, которая получится. Следующий этап — это сборка верхней части приспособления. Это я пока оставлю здесь. Так, для этого мне понадобится вот такая вот платформа. Сейчас объясню размеры. Значит, размер вот этот вот длинный я взял ровно столько, сколько и основание. Поэтому каждый делает под себя. Дальше я взял фрезер. Решил, что я его буду располагать вот так вот. Здесь есть узкая часть, есть широкая. Как располагать, решайте сами. Здесь для каждого свой выбор. И сделал две, также в длину всей вот этой вот площадки, я сделал два бруска. То есть опять я взял два куска фанеры и сшил их между собой при помощи саморезов.
И закреплю их, ну, соответственно, с этой и с этой стороны. Для чего два я сделал? Для того, чтобы не прогибалась. Какая бы ни была хорошая фанера, 15 она хорошая для этого фрезера. Но, тем не менее, она может со временем прогнуться, чтобы она не прогибалась. Я с обратной стороны пройдусь как минимум на 5 саморезов. И она будет притягивать, а это уже жесткость сдвоенной фанеры, то есть тридцатки. Она достаточно серьезная. Высота вот этого вот бруска, она зависит от того, как у вас на фрезере располагаются ручки, чтобы было удобно. То есть в самом нижнем положении вот эти упоры, ну не упоры, а поддерживающие силовые элементы не должны касаться ручки. То есть ручка не должна их касаться. И немаловажным здесь еще нюансом является то, что расстояние. Почему я выбрал ширину именно такую, какая она у меня есть. Я сюда поставил фрезер. Я поставил свои два силовых элемента. И с таким расчетом, что сюда фрезер должен свободно влезть. И у него должно быть буквально миллиметра 4-5 свободное хождение вправо-влево. 3-4 точно. То есть мы не должны здесь уже настолько ограничить фрезер, чтобы зажать его. Там кто-то делает подкладку из бумажки, потом это все крепит, убирает бумажки. Здесь такой микронной не надо точности. Пускай фрезер ходит, на пару миллиметров это нормально. У нас фреза 20 миллиметров, поэтому я думаю, что это будет нормально. Ну и сейчас я соберу быстренько. Почти готово, но не все. Теперь нам надо два бруска ограничителя, которые помогут нам нашу каретку, или вашу каретку уже, удерживать все время на рабочем поле, чтобы она случайно не упала. Это тоже очень важно. Тоже я даю небольшой люфт, здесь буквально несколько миллиметров. Вот. У нас получилась каретная верхняя часть. Обязательно проверьте, что она ходила по всей длине, которая вам необходима. И продолжим дальше изготовление. Теперь очень важный момент. Нам надо подружить теперь фрезер и каретку. Как вы видите, фрезер становится свободно, перемещается вдоль оси. В тех пределах, где ему положено, сделал небольшой люфт. Тут даже не знаю, 2-3 миллиметра. Теперь нам надо сделать отверстие, куда будет проникать фреза, когда мы будем устанавливать наш фрезер, и где мы можем извлечь фрезер. И также надо сделать, то есть по большому счету здесь надо сделать отверстие. Мы вместе с фрезой сюда заходим, проходимся, и здесь также в отверстие вынимаем фрезер. И между двумя этими отверстиями должно быть такое продолговатое отверстие, или щель, можно сказать, которая даст возможность свободно проходить фрезе. Хвостовик у нас в данном случае 8 миллиметров, значит, это вот отверстие, этот паз можно сделать миллиметров 10. Теперь, как понять, на каком расстоянии делать отверстие? То есть, надеюсь, вам будет видно, что расстояние, сейчас тронул камеру, что расстояние от края нашего приспособления до внутренней части салазок 5 сантиметров. Ну и в данном случае тоже 5 сантиметров. То есть вот здесь вот это вот расстояние, оно примерно 5 сантиметров. Я буду пользоваться фрезой, которая 20 миллиметров.
И, то есть, половина фрезы это 10 миллиметров. То есть, здесь мы уже имеем вот это вот 50, вот это вот 10. И чтобы фреза, не дай бог, не ударила, ну, свободно заходила при входе и при выходе, я тоже дам еще, ну, пускай будет 10 миллиметров. Итого 70 миллиметров. Это будет центр нашего будущего отверстия. Итак, делаю 70 миллиметров. Вот здесь вот примерно с этой стороны то же самое. Это центр отверстия. Дальше. Я знаю расстояние, которое у меня вот здесь. У меня в данном случае оно 11 сантиметров. 11,1. Значит, 5,5. Это будет центр. Чтобы сделать отверстие, можно сделать его самим фрезером, этим же свердлом. Но лучше, конечно, этой же фрезой. Лучше, конечно, чуть больше, чтобы свободно выходило. Но я попробую это сделать фрезой Форстнера или сверлом Форстнера. Никогда не дружил с этими фрезами. Не знаю почему. И так сложилось. Для этого я сделаю отверстие сквозное, попробую. Объясню, для чего сквозное отверстие. Здесь у свердла Форстнера есть вот такой вот, такая вот, не знаю, иголка, с помощью которого можно или накернить, или вставить существующее отверстие и начать его делать. Я сделаю примерно до половины, чтобы ничего не подкладывать. Потом переверну вот эти санки, и у меня там уже есть отверстие, и по нему же дальше пройдусь. Ну вот, я сделал два отверстия, как говорил, свердлом Форстнера. Не всегда мне с ним получается дружить. По мне, так они очень быстро тупятся. Как их заточить, большая проблема. Итак, сейчас уберу. Получилось у меня два отверстия. И теперь мне надо сделать одно отверстие. Паз выбрать. Я возьму фрезу, такую же долбежную пазовую. Я сделал пазы. Можем приступать к работе. Сейчас сменю фрезу и начнем. Взял я доску, которую буду обрабатывать. Вот самая обычная пятерка. Я ее просто немножко отторцевал, чтобы было лучше видно. Нам надо... Всегда есть такой принцип, что любой материал, который обрабатывается, он должен быть хорошо закреплен, то есть обездвижен. Он сам не должен двигаться под воздействием того инструмента, которым вы обрабатываете. Поэтому я уложил доску и дальше беру любые бруски. Главное, чтобы те, которые будут рядом с доской, были ниже по уровню, чем обрабатываемая деталь. В одном из прошлых видео я пользовался клиньями, поэтому здесь их тоже буду использовать. Возьму с одной стороны клин и аккуратно, без фанатизма, подклиню. Все. Надеюсь, от этого не разошлись салазки. Сейчас проверю. Нет, не разошлись. Вот. Теперь следующий этап. Я поставил сюда фрезу, о которой я говорил ранее, прямую пазовую. Теперь самое главное — это правильно выставить и понять принцип работы. Первое, что я должен сделать, это выставить фрезу и дотронуться до материала. То есть я таким образом ищу
самую верхнюю точку. Но я ее визуально вижу, что она где-то здесь. Это пока будет прикидочная. То есть я дотрагиваюсь до материала. Выставляю сюда револьверный такой упор. И опускаю до него вот этот вот упорчик подстройки, винт подстройки. Дальше этот винт поднимаю буквально для начала там на 1 миллиметр. То есть это говорит о том, что когда я приложу больше усилий к фрезе, она опустится. И, собственно говоря, запускаю свой прибор. Вот он ходит. Начну сначала. Вот таким образом, как вы видите, за один проход я снимал не более миллиметра. Я выровнял там определенную часть доски. Просто чтобы не занимать время, я показываю просто общий принцип. Сейчас я закончу первую часть, переверну и продолжу. Но самое главное, вы поняли. Я нашел точку верхнюю, потому что я специально доску положил горбом кверху, она так более устойчиво. Ну, определил рукой, где это верхняя точка, поставил туда фрезу, опустил на 0 и поднял упор на 1 миллиметр. Поэтому видно, что вот здесь вот даже еще не обрабатывалось. Там, где выше, обработалось. Вот здесь вот чуть-чуть только обработалось. И буквально за 2-3 прохода, за один не получится, и никогда не надо пробовать снимать, делать съем там 3-4 миллиметра. Лучше по одному, этим вы убережете и фрезу, и фрезер. Как всегда, я забыл включить камеру. Но расскажу, что было за кадром. Я перевернул заготовку. Обязательно посмотрел, чтобы было чисто основание. Убрал всю стружку. И дальше выставил таким же образом фрезу и стал дальше фрезеровать. Фрезеровку я делаю как поперек, как я уже говорил, так и вдоль. Когда делается фрезеровка вдоль, конечно, получается более чистая поверхность. Ну, вот таким образом я продолжу дальше работать. Вот вы видите, я провел фрезеровку, первый проход. Там, где опять были бугорки, материал снялся, где впадины. Еще фреза не добралась до материала. Ну, таким же образом дальше отпускаю еще на 1 миллиметр. Вот таким образом, без рейсмуса, мне удалось отрейсмусовать самую обычную доску. Еще раз напоминаю, что я показываю сам принцип, который может применяться, скажем, в столярке без станков, назовем это так. Я это выполняю по просьбе подписчика, который сказал, что у меня большое количество станков, а ты попробуй это сделать без них на коленке. Ну, вот сейчас померю. Здесь у меня 43,5. Так, а здесь у меня 43,65. А здесь было 43. Ну вот на несколько соточек есть разница. Безусловно, она будет. Но еще раз говорю, мы сегодня рассматривали сам принцип, как можно без фуганка, рубанка, без рейсмуса сделать ровную доску с двух сторон с заданной шириной. Ну, само собой, что сейчас я обрабатывал заготовку только лишь для того, чтобы у меня были две пласти параллельно между собой. Я сейчас не ставил перед собой задачу сделать какой-то размер, потому что я всегда клею щиты, то есть имея вот этот вот размер, я порежу на несколько ламелей, переверну и склею. Предварительно, конечно, я пройдусь наждачкой, но склеится, я думаю, даже и в таком виде.
На этом эта часть эпопеи «Столярка без станков для пчеловодства» заканчивается. Ставьте лайки и дизлайки. В следующем своем фильме, ролике я расскажу, как сделать, вот если мы называем это пласть, то это кромка. Я расскажу, как сделать кромку так, чтобы она была 90 градусов по отношению к пласти. Я приведу несколько примеров, несколько способов, которыми я сам пользовался и точно их проверил. Они достаточно простые, также не потребуют станков. Для этого мне понадобится циркулярная пила и фрезер. Это будут разные совершенно виды. Я знаю, штук 5, наверное, точно. Вариации, как это можно сделать. Расскажу об основных. Посмотрим, сколько получится. На этом все. Спасибо за просмотр. До встречи.